Как же мониторить температуру на сертифицированных ТВ-боксах на Google TV и на Android TV? Даже на простых ТВ-боксах многие ее просто-напросто мониторят неправильно. И давайте мы сразу будем, во-первых, нет, давайте сразу мы подпишемся, нажмем колокольчик, в описании под видео ссылки, а мы сразу с вами переходим на сертифицированный Android TV. И обычно многие сталкиваются с тем, что в таких приложениях, как AIDA, и в стандартных каких-то мониторах температуры, они никогда в настройках не увидят температуру. Но получить эту температуру можно. И многие даже пользуются какими-то приложениями, надстройщиками, которые выдают сверху такой лейер, я его называю, такое окошечко, которое показывает температуру, но оно будет всегда неправильным. А знаете почему? Ну, вот такая вот архитектура ТВ-боксов. Дело в том, что у них процессор отвечает за просчет, грубо говоря, математики, да, если вы программист, понимаете, о чем я. GPU есть, который отвечает за прорисовку интерфейса и за 3D-элементы, а вот видео у них рендерится через VPU. И в момент, когда работает GPU, не работает VPU, и когда работает VPU, не работает GPU. Ну, вернее, они могут работать вместе, но обычно это вызывает повышение температуры. Да, действительно, когда вы выводите, например, какой-то лейер, мы уже разбирали 100 раз там на примере ТВ-боксов, того же самого Rocktech G2, либо Hamatix Airbox 4K+, есть написанные лейеры, там показывают одну температуру, ты выключаешь лейер, подключаешь ТВ-бокс компаньон через свой смартфон, именно такое приложение я вам сегодня дам, и вы видите совсем другую температуру без верхнего лейера. Верхний лейер всегда дает повышенную нагрузку на ТВ-бокс. От 2 в некоторых случаях, то, что мы тестировали, до 7 градусов. И вы смотрите, у меня температура 75, а оказывается она там на самом деле там 69 или 72 градуса, что вполне абсолютно нормальная температура для ТВ-бокса. Некоторые говорят, у меня нагрелась температура 82 градуса на ТВ-боксе, все, капец, охлаждение фигня. Снимаешь, а там 75. Чтобы вы понимали, для M-Logic 75 это абсолютно нормальная температура, а для каких-то Allwinner или Rock-чипов там вообще до 80 нормально, 85 можно работать. Поэтому давайте так, сегодня мы просто-напросто с этим поработаем. Скачать его можно у нас в телеграм-канале, ссылка в описании под видео, ссылка на приложение. Качайте, не хочу. Не будем тянуть кота за причинное место, включаю запись экрана для вас, чтобы вы видели. Вот образом называется ТВ-бокс Компаньон. Работает он, я вам скажу сразу, я урезал с ТВ-бокс Компаньона все, что мог для того, чтобы выпустить. Это мое внутреннее приложение, обычно я им тестирую ТВ-боксы, есть некоторые скрытые функции, например, на Xiaomi можно открыть функцию Xiaomi Sound, например, здесь можно управлять телевизорами LG, но это я в широкий мир не буду выпускать, потому что слишком много моделей, слишком много каких-то моментов, я использую это чисто как диагностический свою диагностическую программу, вы можете просто-напросто использовать, но у вас она всегда будет урезанная, то есть она даже обновляться будет, она всегда будет урезанная, кроме мастер-ключа, если мастер-ключ есть в приложении, на серверной части, вернее, будет, то и совпадать с серверной частью, то сервер будет открывать полную возможность. Смотрите дальше. Для того, чтобы подключить ваш ТВ-бокс, вы сейчас идете на ТВ-боксе, сейчас, либо когда скачаете, в настройки. Давайте я вам поменяю язык, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Об устройстве. Конечно же, вам нужно включить режим разработчика, то есть на сборке OS Android TV поклацали 8 раз, у вас появляется режим разработчика в меню. Возвращаетесь и опускаетесь в режим для разработчиков. Здесь вы включаете отладку по USB и не только. Вам нужна еще отладка по Wi-Fi, если такова есть. Открываем отладку по Wi-Fi, включаем, разрешаем отладку в этой сети и подключаем устройство с помощью кода подключения. Объясняю, для меня это самый простой способ, сейчас Google сервисы апдейтнутся, для меня это самый простой способ удержать подключение постоянно без переподключений и последующих каких-то вот этих вот разрешений. То есть вы просто зашли, он по коду, он просто пропишет свой ключ в саму систему. Вы здесь указываете IP-адрес, в данном случае 31.139. Порт пишем вот здесь вот 44897, написал зачем-то там. И пишем код 298 801. Нажимаем Pairing. Внизу смотрим, подключится или нет. И он подключен. Все видим в статусе ADB подключен. Теперь нам достаточно просто-напросто перейти в мониторинг. И мы видим температуру 51 градус.
Здесь есть температура, УЗУ, хранилище. Если есть доступ к GPU, он будет показывать GPU. Если есть доступ к датчику памяти, он будет показывать датчик памяти. То есть вот таким вот образом. Вы здесь можете даже попереключать различные, допустим, датчики. Он их все видит. Мы здесь можем увидеть с вами профили, там, что сейчас на экране. Активные, скажем так, активности, инфо про кодеки и сертификаты. В принципе, это опять же, это мое конкретно приложение, которое я использую просто-напросто для себя. То есть, вот видите, там Xiaomi Sound и тому подобное. Вот таким вот только образом вы увидите в сертифицированных ТВ-боксах, даже в которых не показывает конкретно температуру в приложениях каких-либо, вы увидите реальную температуру. То есть это можно сделать даже вот в таких ТВ-боксах там на Realtek, вот RTX 2 и Nexon X11. Там если включаешь вот этот вот лейер, он покажет всегда на 5 градусов температуру выше. Выключаете лейер, подключаетесь через мониторинг и, пожалуйста, у вас будет. Если вы выйдете, он, кстати, заснет. Ну, я советую отключать, не держать его постоянно подключенным, чтобы ваш телефон просто-напросто постоянно его не пинговал. Он пингует его раз в 7 секунд. То есть здесь у меня есть профили, там скрытые функции, но это все пока деактивировано. Может быть, когда-нибудь доделаю, выпущу. Ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Пожалуйста, пользуйтесь. Функция охренительная. Мониторьте свои ТВ-боксах и отписывайтесь о результатах в наших телеграм-чатах. Ссылки тоже на которые в описании под видео. Но если вы в Украине не знаете, где купить проверенные ТВ-боксы с гарантией, technozone.com.ua. И, конечно же, подписочки на украинские стриминговые сервисы официально. Дешево, дешевле, чем у самих стриминговых сервисов. ТВ Technozone.com.ua от нас к вам.